Чего нам не хватает в А вот Сербии? это, да, вот это, Интересный кстати, вопрос. тема, которую мы поднимаем периодически с русскими. Есть как бы чисто человеческий ответ, а есть риторический ответ. Вот на так как-то это распределяю. Потому что чисто человеческий ответ, это, знаете, не хватает там, ну не знаю, вкусных ролл или какой-нибудь китайской еды. Например, Или э, Wildberries. или Wildberries с озоном, да, где ты можешь заказать все, что угодно. А с другой стороны, а зачем тогда мы переезжали, чтобы тянуть Россию в Сербию? Ну, нет, тогда ничего не нужно. Я привык к местной еде. Я, извините за эту откровенность, я приехал в Россию и за 2 недели набрал 3,5 килограмма. М. Просто потому, что я стал есть привычную еду, которая в России. На фастфуды, где-то на бегу, хоть и ресторанчик, но все равно ты ешь какую-то разнообразную вкусную еду. Здесь все построено на простых принципах, и при этом вся еда разнообразная, но одинаковая. Это уникально. Все на мясе. Чем Из, я питаюсь? Да-да-да. Вопрос. И вот так вот что не хватает? Не хватает дешевых цен на бензин. Потому М, что бензин здесь Это да. колоссально дорогой. 2 евро за литр дизеля. Почти 2 евро литр дизеля. Почти 2 евро бензин 95-й. Я на 2000 в России заправлял полный бак бензина Вау. и ездил куда мне хочется. Здесь на 2000 я заправляю 10 литров и как бы и все. Вот. Это очень, очень не хватает. Подожди, для понимания, рубль и динары это почти одинаковые. Почти одинаковые, да. М, 15% разница всего. То есть 100 рублей это 115 рублей динар. Да. Поэтому примерно одинаковый процент. Что еще не хватает? Не хватает, наверное, какой-то ответственности сербов. Они живут полака, и они могут тебе пообещать и не приехать. И независимо, сколько ты денег даешь, там ну, какие-то услуги тебе выполняются, они могут быть, а могут и не быть. Вот у нас мы приглашали плиточника, и он сказал, придет через 2 недели, а позвонил мне через 1,5 месяца. Говорит, ну что, я иду. Я говорю, спасибо большое, но нет, мы как бы уже м, сделали все, что хотели. Он говорит, а что вы нас меня не дождались? И они искренне удивлены этому. Вот так. Я понимаю, что в России это все то же самое, но на одну работу 10 работников. Здесь на 10 работ один работник. И не всегда качественная работа. Это очень повезло, если в Сербии нашли мастера, который действительно что-то может. Потому что все остальные уехали куда-то в Германию, там, в другие страны ЕС, мгм. где они могут зарабатывать более-менее деньги. Поэтому вот этого не хватает. А так, Ну, еще от себя скажу, что не хватает такой бесплатной медстраховки. По крайней мере, как у нас в России. Не помню, как называется, Ресомед, вроде бы, Ресомед. Когда тебе наверное, дают да. голубой полис, и ты можешь с этим голубым полисом пойти в поликлинику и сказать, у меня здесь болит. Тебе могут назначить УЗИ какие-нибудь, не знаю, уколы. Не то чтобы я часто хожу в больницу, но понимание того, что если у тебя какая-то проблема, и ты можешь поехать в больницу, там посмотрят, скажут, что не все так плохо. Я понимаю, что не везде все качественно, но тем не менее сама возможность радует. Когда дети болеют, тоже когда волнуешься, какой-то не такой кашель, и непонятно, можешь ли ты пойти в поликлинику, могут ли они тебе выписать рецепт, потому что еще и не все лекарства можно получить без рецепта. В России тоже, но тут вроде бы побольше рецептурных лекарств. Нет, здесь побольше, да, рецептурных ограничений. Да, Здесь да, да. рецепт на антибиотики выписывает только врач, ты не можешь прийти его свободно купить. Но болеется по-другому, я хочу сказать. Вот давайте откровенным. Мы здесь болели, такая важная тема на самом деле. Мы здесь болели. И я в России болел стабильно 10 дней. Если я там М. каким-то гриппом, то я лежу, мне плохо, и все. Здесь 3 дня, и я почему-то очень быстро. У детей, говорить про детей, в России мы постоянно, у детей были заложены носы. Мы ездили 4 раза в год, проходили в водолечебнице по 2 недели ванны, какие-то там процедуры, кувы и все остальное, экосветы. Здесь через 2 месяца после приезда у ребенка перестало отекать нос, перестал отекать. Поэтому они не болеют. Они болеют 2-3 дня и все, идут в школу.
То есть здесь немножко другой воздух, немножко другие люди не избалованы антибиотиками, я бы сказал так. И, наверное, нету такой регенерации какой-то э, Еда другая. вирусов. Еда другая, да, безусловно, еда другая. Вот, ну, про болезнь, да, дополню, я заболел, и 40 температура была, и ничем не сбивалась. 2 дня я Здесь? здесь, в Сербии, да, Мгм. и ничем не мог ее сбить. Ну, на 5 минут, на 15, и все. Позвонил в скорую, скорая говорит, ну, извините, идите в поликлинику в свою. Я такой, ну, окей, и мы сели на машину и поехали в поликлинику. Приехали в поликлинику, я сидел, пока заполняли все анкеты. Меня положили, значит, на капельницу. Супруга заполняла анкеты. Положили капельницу, поставили. Пока разговаривали, выяснилось, что капельница платная. Типа 2500 динар это стоит капельница. Но они говорят, ну, я более-менее разговариваю на сербском, и они говорят, кого ты здесь знаешь? Я стал перечислять там людей, которых я знаю в поселке, вот где я живу. А это достаточно уважаемые люди, и так сложилось. И они говорят, о, да, это же мы тоже знаем, ничего не надо платить. Мы тебе бесплатно все поставим. Мы ничего не заплатили за эту капельницу. Вот. Только потому, что ты кого-то знаешь. Вот так. Ну и в Сербии это повсеместно так. Все именно так. Вообще, спасибо большое за этот прекрасный вопрос. Тут много чего можно порассуждать, чего не хватает в Сербии. Да-да. А если говорить о привычных каких-то русских продуктах, то после Турции здесь очень много этих продуктов, и как минимум в магазине «Светофор» те же самые продукты. По Те сути, же да. самые. Да, можно, если кто-то едет из родственников, даже попросить особо нечего, только, ну так, может, что-то не хватает. Очень много русских продуктов, которые здесь есть в Светофоре. И светофоры здесь в каждом практически большом населенном пункте можно покупать. Не тот светофор, который в России. Сразу хотим обозначиться, потому что все продукты местные, за исключением некоторых нюансов, да, которые довозят из России. 30% из России, те, которые покупаемы в России. Какой-то зеленый горошек, что-то такое. Сгущенка, греча, Да, макфа. да. И конфеты, сладости много. Да. И даже вода есть Меркурий. Ты не видела. Да, вода и Меркурий. А все остальное здесь местное производство сербское. Ну и, конечно, Китай, куда без него. Мгм. Без него. Да, вообще про Китай, наверное, тоже стоит отметить. Я не ожидала здесь китайские магазины, прям китайская робная куча, как она, кинейская? Ровно куча. Да. Кінеська продавність. Это же буквально Алиэкспресс живой. Заходишь туда, и там все есть. Реально Алиэкспресс, да. Реально живой Алиэкспресс. Мне кажется, им надо наладить, чтобы к ним можно было подойти, показать картинку, и они скажут, ожидайте в течение 15 дней привезем. Было бы замечательно.